Всем привет! С вами снова 3 минуты русского. И сегодня я приготовила для вас очень интересную тему, которая всегда вызывает множество вопросов. Почему мы заменяем вещи или неодушевленные предметы местоимениями он, она или оно? Давайте разбираться. Очень часто мы можем услышать такой вопрос. Ты смотрел новый фильм «Дюна»? Он очень интересный. Кто он, можете вы спросить. Все очень просто, но немного запутано для тех, кто говорит только по-английски или по-испански, потому что в ваших языках такого просто нет. Но в нашем случае местоимение «он» относится к фильму. Чтобы не повторять во втором предложении слово «фильм», мы его заменяем местоимением «он». И берем мы местоимение «он» просто потому, что слово «фильм» – это слово мужского рода. И когда мы переводим такие предложения на английский язык, мы никогда не говорим «Did you watch a new movie? He's very interesting». Нет, мы скажем «It's very interesting». И давайте посмотрим на другие примеры. Мне нравится твой дом. Он очень большой и современный. Или будь осторожнее с моим телефоном. Он очень дорогой. И телефон, и дом – слова мужского рода. То же самое для слов женского рода, но здесь мы будем брать местоимение «она». Ты видела мою книгу? Она была на столе. Или мне нравится твоя идея. Она очень классная. И по этой же логике для слов среднего рода мы будем использовать местоимение «оно». Например, у тебя новое платье? Оно очень красивое. Или посмотри на небо. Оно такое голубое сегодня. Вот. Самая главная и частая ошибка, которую делают студенты, это вместо слов он, она, оно, они используют это по аналогии с английским it's. И таким образом они говорят: ты смотрел новый фильм? Это очень интересный. Или ты видел мою книгу? Это была на столе. Нет, нет и еще раз нет. Мы так никогда не скажем. Всегда, когда мы заменяем слово из предыдущего предложения, мы будем использовать он, она или оно. Также вы должны знать и помнить, что эти слова, эти местоимения он, она, оно мы изменяем по падежам. И мы можем сказать: ты видел мой телефон? Я не могу его нигде найти. Его – это местоимение он в винительном падеже. Конечно, это уже чуть-чуть сложнее, потому что у нас 6 падежей, и для каждого из этих местоимений у нас будет разная форма. Но с практикой для вас это уже не будет такой большой проблемой. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.